Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Постоянные зрители моего канала точно узнали эти чуни. Да, это те самые, которые шила в октябре 24 года. Сама подошва сохранилась неплохо. Только в местах, где активно соприкасалась с полом, джинсовая ткань потеряла цвет. Но при всем этом сама ткань осталась абсолютно целой, и ее можно спокойно использовать дальше. Швы на стежке тоже все сохранились, не лопнула ни одна строчка. Слабым местом оказалась обтачка. Она здесь из обычной бязи, и 2 сезона активной носки для нее это предел. Она заметно поистерлась, и сегодня я ее заменю. Я шью много домашней обуви и практически везде использую именно такую подошву. Иногда в комментариях мне пишут, что эта подошва никуда не годится. Она сотрется через пару недель, и лучше взять кожу или дермантин. Чтобы развеять сомнения, решила показать подошву в деле и заодно подремонтировать чуни. Для основы подошвы всегда беру плотный хлопчатобумажный джинс, и это принципиально важное условие. Чтобы строчка не протиралась и не лопалась, сшиваю все армированными нитками. А в качестве уплотнителя идут разные обрезки тканей. Этого добра всегда в избытке. В итоге получается та самая подошва, которую вы только что видели. Она практичная, долговечная и вполне меня устраивает. Что насчет кожи? Ее у меня просто нет, а покупать дорого. Кожзам я тоже пробовала ставить на подошву. Хватает от силы на 1 сезон. И то не всегда. Много зависит от качества. И еще обнаружилась небольшая проблема. Мех для пошива использовала искусственный на трикотажной основе. И в одном месте он пустил стрелы и разошелся. Это я тоже исправлю. Все, что понадобится для ремонта, это желание, полчаса свободного времени и небольшой кусочек ткани для новой обтачки. Первым делом я избавлюсь от изношенных деталей. Беру распарыватель и освобождаю старую обтачку по всему периметру подошвы. На машинной строчке лучше не торопиться, чтобы не повредить основную ткань. При пошиве чуни основную деталь с подошвой соединяла наметкой, от которой потом избавилась. И когда сняла обтачку, мои детали просто развалились. При помощи зажимов вернула деталям правильное положение и теперь соединю их опять наметкой. Да, это занимает чуть больше времени, но зато все получится аккуратно и с первого раза. Теперь подготовлю новую обтачку. Полоски ткани нарежу по косой. Так бейка будет идеально огибать все скругления. Соединять отрезки между собой буду под углом 45 градусов. Ширину полоски взяла 3,5 см. Этого будет вполне достаточно, чтобы закрыть срез и сформировать красивый кант. При обработке швы не будут совпадать, и так можно избежать нежелательных утолщений. Пришивать обтачку буду своим проверенным способом с помощью узкой лапки для втачивания молнии. Начинать обработку лучше с внутренней стороны. Так место стыка будет абсолютно незаметно. Край обтачки всегда загибаю и затем прокладываю соединительную строчку по всему контуру подошвы. Такая лапка позволяет максимально близко подобраться к объемному краю чуней и проложить ровную строчку без особых усилий. Когда круг замыкается, делаю небольшой заход. Накладываю обтачку друг на друга и закрепляю край. Результат радует каждый раз. Все припуски получаются одинакового размера, а значит кант будет аккуратный и равномерный. От лишней обтачки избавлюсь. Теперь огибаю срезы подготовленной бейкой, выворачивая ее в сторону подошвы. Осталось закрепить ее вручную потайным швом. Чтобы отремонтировать этот участок, мне пришлось немного освободить отворот.
Аккуратно закреплю стрелки вручную, пришивая их прямо к обтачке. После этого верну отворот на место и закреплю его по краю. Ну вот и все. Ремонт закончен. Кант получился равномерный и аккуратный. Выполнила я его из такой же ткани. Чуни обновила, и они готовы к следующему сезону. Недаром говорят: готовь сани летом. Вот я и решила поступить точно так же. Постирала в стиральной машине и сделала быстрый ремонт. Теперь со спокойной душой отправлю на хранение. Напишите в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Стали бы делать ремонт или просто сшили новую пару домашней обуви к новому сезону. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Хочу выразить благодарность спонсорам, которые нашли возможность поддержать канал материально. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!